Всем привет! Сегодня у нас будет ролик вместе с Димой Поповым по лазерной скалодроме Big Wall Sport ВДНХ. Здесь достаточно большой болдеринг, там пока перекручивают трассы, возможно успеем полазать новые трассы. Но основная задача вообще просто полазать, посмотреть, как мы лазаем, потому что мы давно с Димой не лазали. Раньше мы пересекались сейчас на соревнованиях, но из-за того, что сейчас я не выступаю на соревнованиях, я с ним и не лажу. Вот сейчас будет возможность полазать, посмотреть, полазаем болдеринг, попрыгаем, потом полазаем немного трудностей, рукоходы и сделаем пару тестов. Чтобы ролик не был слишком длинным, я решил смонтировать только часть трасс, которые мы пролезли за один день. Их было достаточно много. Мы размялись на пятерках, потом перешли на 6А, на 6Б. Все они были достаточно простые и для видео не сильно интересные, поэтому перешли сразу на 6С. Это первая 6С, которую мы полезли в этот день. Она оказалась намного сложнее, чем выглядит. Зацепки пассивные, движений много нестабильных, невозвратных, а Дима даже умудрился с финиша упасть. Зацепка на финише стоит в глубине пирамидки, и если ты пытаешься сюда аккуратно пойти, то ты можешь промахнуться и вернуться уже никак не сможешь. Здесь важно уточнить то, что первым лез Дима, и после этого лез я, и я уже видел, как он лезет, я видел, что он упал, и поэтому лез более аккуратно. Также я старался лезть трассы немного другим раскладом, чтобы показать, что у каждой трассы есть два и более расклада. Некоторые трассы не получалось лезть разными раскладами, но в большинстве случаев мне удавалось находить альтернативный расклад. На этой трассе вы можете заметить, что у зацепок есть логотип Спортмарафон. На самом деле сам Спортмарафон не делает эти зацепки, но это очень классный ход. Спортмарафон закупает рельефы, выдает их скалодром, тем самым рекламируя себя и принося пользу скалодрому в качестве неплохих зацепок от, в данном случае, топ-поинта. Вернемся к трассе. Вместе с Димой пробуем очень трудную трассу. На стикере это 7А, но по факту эта трасса намного сложнее нам показалась. Обычно 7А мы лезем без каких-либо проблем на любом скалодроме, но здесь и я, и Дима потратили большое количество попыток. В таких случаях, когда я тренируюсь один, я думаю, окей, ну наверное, я просто не нашел правильный расклад или полез каким-то неправильным раскладом. Но тут сразу очевидно, что если у меня не получается и у Димы не получается, значит трасса сильно сложнее, чем 7А. А вот на этой 7А я ожидал, что зацепка будет чуть лучше, поэтому я прыгнул на нее, она оказалась очень плохой, выскользнул с нее и второй раз уже полез, заложив пятку, так намного проще. Дима использовал правый щипок под ногу, я решил его пропустить и пролезть более динамично и прямолинейно. С левой зацепки, которую я взял, это щипок, сверху есть два активника, поэтому держать этот щипок намного проще. И перед финишем есть лишняя зацепка, которую почти невозможно взять, она очень плохая и абсолютно не замагнежна. То есть те скалолазы, которые долазят до финиша, ее пропускают, потому что перед финишем и финиш являются большими хорошими зацепками. Клаймблок выезда на скалы по России и миру. Ссылка в описании. Итак, это стена для прыжков. Тут прыгают слева направо. И Дима уже допрыгнул синего, одна из самых тяжелых, это как раз стикер 7А. Ему показалось это очень просто, поэтому я решил усложнить ему задачу прыгнуть туда и обратно. Сейчас я сам попробую в одну сторону, и потом попробую туда-сюда. И после чего мы попробуем оранжевую. Идея этого движения состоит в том, что нужно как можно сильнее создать вектор к стене. За счет этого вы сможете далеко пробежать. Если вы не притягиваете себя к стене, то как только вы начинаете отбегать от стартовых зацепок, тело отходит от стены и зацепки уже поймать почти невозможно. Поэтому мы делаем замах рукой и ногой, за счет этого притягиваемся к стенке и ловим следующую зацепку. Чем дальше нужно долететь, тем сильнее нужно себя притянуть. И у этого есть проблема. Чем ближе к стене, тем выше вероятность того, что ты ударишься об зацепку. И психологически мозг этого боится. У новичков проблема в том, что они не понимают, как правильно себя притянуть к стенке. А у спортсменов, и в том числе у меня, психологический барьер, то что я боюсь удариться об зацепки. Дима, кстати, когда добежал до финиша, разбился локоть, а я ударился средним пальцем. А вот и моя лучшая попытка. Получилось дохватиться через синюю и аккуратненько взять финиш. Конечно, такое не засчитывается, но это лучшая попытка. После того, как мы много на самом деле полазали болдеринга и попрыгали, прыжки заняли у нас около 40 минут. Попробовали полазать трудность, но было очень трудно, поэтому решили на заминку пролезть трассу рукоходом. Я вообще хотел пролезть 6А и считал, что 6Б или 6С это будет слишком тяжело. На что Дима сказал, нужно пробовать 6С. Давай, кто выше залезет, тот и победил. И я решил принять его вызов. Пишите в комментариях, сможем ли мы долезть до финиша, и если сможем, то кто быстрее. Время лазни я не ускорял, а стартанули мы в одинаковое время.
Пока лезу, хотел бы рассказать свои представления о трудности и о категориях, и о стиле трасс, которые я вижу, что есть и чего не хватает. То, что мы сейчас лезем, это 6C по американским зацепкам, и довольно странно, что 6C получается лезть рукоходом. Это значит, что трасса настолько силовая и не требует техники, что ее можно залезть без использования ног. И это странно, то есть нет ни одной нормальной откидки, ни одного подхвата, все зацепки держат сверху вниз, и их держать достаточно просто. Я не буду отрицать то, что такие трассы должны быть на скалодроме, но главное, чтобы их не было в большом количестве, иначе все это превращается по сути в кампус. Трассы в России и в Европе очень сильно отличаются, и отличаются в первую очередь по стилю накрутки. Европейские трассы намного техничнее, и лезть их за счет банальной силы почти невозможно. В таком случае трассы на категорию или на две лезть сложнее. Постоянно нужно делать какие-то кресты, дохватки, движения, неочевидные перехваты, где-то можно подклинить колено, где-то распереться, упереться в упор. Все это делает трассу намного интереснее. Да, иногда рутсеттеры, вопреки правилам разнообразия, крутят трассу с очень похожими движениями, но это делается специально, чтобы можно было либо отработать какие-то движения, или по стилю трасса выглядит очень красиво. Но в большинстве случаев рутсеттеры стараются накрутить такую трассу, чтобы движения были не похожие на предыдущие. Сейчас не слышно, но я говорю о том, что пальцы почти не забились, а вот бицепс и верхний плечевой пояс очень сильно устал, трудно подтягиваться. Дима намного выносливый, и вообще его основная дисциплина трудность, и он намного легче залез в эту трассу. Я лез ее, честно говоря, из последних сил. В следующем выпуске Дима протестирует мою силу, у него будут специальные интересные упражнения, так что переходите на его канал и смотрите. А если вам понравилось это видео, подписывайтесь и делитесь этим видео в социальных сетях. Тем самым вы поможете продвижению моего YouTube канала. Также отдельная благодарность всем тем, кто подписался на мой Patreon канал. Пока!